Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И это видео по кармическим задачам и вопросикам, которые будут происходить с вами на ближайшие 1,5 года. Да, ребят, 12 января кармические узлы меняют знак с Овна Весов на знак Рыбы Девы. И да, дорогие тельцы, тельцы каждой декады, для вас этот момент будет, конечно же, по-разному проигрываться, но для тельцов всех декад история на 1,5 года – это история работы со своими страхами. То есть, насколько сильно вы засиделись в своих переживаниях, почему вы не растете, не идете вперед, пусть это личная жизнь, работа, либо же отношения. Здесь история, конечно же, такая большая, мощная, но не совсем приятная. Мы не любим разбираться в наших страхах и переживаниях. Для нас, для всех это табу. Но, дорогие любимые тельцы, это просто необходимо сделать, потому что тянуть уже с этим никак нельзя. И все-таки кармические задачи, которые вам будут даны в эти 1,5 года, они не будут самые сложные. Единственно сложными будут страхи, и это так. Но задачи будут вполне решаемые. Я не скажу, что здесь как-то вот оно все фатально, нет. Но у каждых тельцов все, естественно, по-разному, по-своему. И тельцы первой декады, буду рассказывать про каждую декаду, и в конце, естественно, такой мощный итог. Да? Тельцы первой декады у вас, конечно же, здесь связана история с работоспособностью, да? Работа над собой, работа со своими страхами, переживаниями, связанными с вашим продвижением в карьере. Насколько сильно и мощно вы хотите двигаться вперед, насколько мощно вы хотите свой бизнес. Здесь история связана с финансами 100%. Здесь история связана с расширением масштаба бизнеса, прибыли, да. Насколько вы малодушничаете, насколько вы идете вперед или не идете вперед, насколько вам страшно идти вперед. То есть вы хотите жить мечты, но вы боитесь начать ее реализовывать, потому что есть определенные страхи и переживания. В каких моментах вы не позволяете себе идти вперед, в каких моментах вы не даете себе двигаться вперед, в каких моментах вы предпочитаете оставаться на том уровне, чтобы только не подумали, что вы выскочка, что вы чего-то там себе грандиозного придумали, что вы чего-то там себе такого мощного захотели. Ребят, скажу так, что телец первой декады – это тот телец, у которого всегда все на вау и много. От вас еще дует такая энергия Овна, которому хочется быть первым, которому хочется вот прям шикарно красиво, и чтобы видели все. Не получится здесь сидеть на скамейке запасных. Конечно же, если вы смолодушничаете и точно так же решите это время упустить, но через 1,5 года все равно спадут вот эти иллюзии, вот эти внутренние уговоры себя, потому что через 1,5 года кармические узлы перейдут на ось Льва Водолея, где не будет никаких моментов продолжать себе лгать, где не будет никаких внутренних, я бы сказала, таких тормозов, которые заставят вас по-прежнему оставаться на той же скамейке запасных. И эта история, тельцы, очень мощная. Она такая для вас, знаете, тельцы первой декады, очень глобальная. И вот если вы сейчас в эти 1,5 года займетесь все теми моментами по жизни, которые вы сами хотите, это честно, это правда, это так, тогда через 1,5 года у вас будет вот такой взлет и подъем. Да, будет штормить. Кто сказал, что в моменты подъема бизнеса, прорыва не штормит? Все те люди, у которых большой, мощный, глобальный прорыв, их всех штормит. И это нормальная история, ребят. Нужно просто понимать, что оно так будет.
И нужно очень сильно вот прям со своими страхами насчет этого разобраться, потому что через 1,5 года будет момент, какого уровня вы хотите вашего бизнеса, финансов, какой уровень вы хотите популярности своего бизнеса, себя в том числе. Готовы вы к этому или не готовы? Ребята, это все вопросы в долгу. Вы честно максимально себе в этом даете разбираться или же нет? И я бы на вашем месте не малодушничала, потому что другой такой момент будет, ну, если притянуть за уши, то он будет. Но есть момент здесь и сейчас. И на квадрате, скажу, Плутона строится очень много и мощного. Либо же идет разрушение полной жизни, и люди остаются не с тем уровнем, который они хотят, не с теми возможностями, не с теми реализованными желаниями. Поэтому здесь максимально честно. Силы у вас будут. Сила и активность, это все есть. Квадрат Плутона здесь как раз-таки максимально заряжает на все возможности. Нужно всю свою дерзость, все свои амбиции пустить как раз-таки в это русло и идти развиваться. Да, это тельцы первой декады, которые не говорите, что у вас не получается. Неважно, сколько раз не получилось, да? Важно, что вы не бросили производить попытки и делать, и пытаться, и повторять снова своим тельцовским мощным маневром. Поэтому, дорогие тельцы, нельзя оставаться, потому что понимаете, что если вы не идете в свой прорыв, борьбу за финансы, за свой бизнес, за свою карьеру и работу, не говорите мне, что я сейчас говорю только гороскоп для бизнесменов. Мы все живем в материальном мире, мы все работаем на своих работах, и у нас у каждого там либо прорыв, либо то самое, что обычно людям не нравится. Да? Поэтому вот это неудовлетворение в работе, в своей реализации, да, будет очень сильно сказываться на отношениях. И, как правило, на таких аспектах случаются разводы. Поэтому реализуйтесь максимально в работе, чтобы не реализовалось по напряженным аспектам в личной жизни какие-то проблемы. Не хочется проблем, ребят, и личные отношения устоят и партнерские, если вы идете вперед и развитие. Но еще раз говорю, максимально честно по-тельцовски. Это было тельцы первой декады. Тельцы второй декады. Ребята, у вас на ближайшие 1,5 года возможности, перечисляю возможности. Здесь популярность, здесь обучение, поездки, возможная иммиграция. Но это все, у этого всего должна быть такая большая цель. Для чего это все? То есть для чего с вами должно это все случиться? Продвинетесь ли вы в финансах? Решите ли вы все-таки переехать, поменять свое место жительства? Будет оно с другого города, либо же в другую страну. Здесь возможен и тот вариант. Все зависит, конечно же, от начинки вашей натальной карты. И здесь максимально честно подходите к своим вопросикам и страхам. Страхи будут максимально держать вас на своем месте, чтобы у вас не было ни поездки, ни путешествий, ни иммиграции, ни обучения, потому что кому это вообще сейчас нужно? Это же основная такая история. Зачем это вообще нужно? Живу, где живу, отлично. А кому-то для совершения своего вот этого такого большого, мощного глобального прорыва, возможно, переехать нужно. Да? Возможно, обучение какое-то пройти. 100% это всегда так, потому что те люди, которые развиваются, идут вверх, они всегда находятся в состоянии обучения. То есть они свои навыки в обучении применяют в жизни. И это нормальная история, это нормальная тактика движения вперед. И, ребят, скажу, что и даже здесь моменты популярности, хотите ли вы или же вам она не нужна, но это момент внутреннего большого такого подъема энергии. Идете ли вы в это или вы в это не идете? Боитесь ли вы? Малодушничаете? Вам до сих пор по-прежнему страшно? Насколько страшно? Может, все-таки попробовать? Да, получится не идеально. Мы все хотим идеальность, ребята, конечно же. Мы все хотим идеально, мы все хотим безукоризненно, изысканно, чтобы получилось с первого раза.
ребята, не получается ни у кого с первого раза. Всегда получается криво, не так, как хотелось бы, с максимальными претензиями, переживаниями. Но это все сделано для того, чтобы сделать работу над ошибками, свои эмоции пропустить через себя, составить план, действия, движения. Да, возможно, в какой-то момент придется идти по интуиции, по внутреннему ощущению. Но всегда должен быть какой-то внутренний план и запасной план для того, чтобы мы свои эмоции держали не просто в узде, да, для того, чтобы наши эмоции не давали нам вылететь с нашей же популярностью, чтобы она не перешла в минус, да, чтобы из популярности не получилось испорченной репутации, да, чтобы это перешло у нас в максимальный капитал связи, чтобы это у нас перешло, конечно же, в наше развитие, продвижение вперед, в активность, максимальный приток финансов, потому что тельцы, неважно какой вы декады, ребята, здесь история, конечно же, про то, что мы все живем в материальном мире, и телец, который по солнцу, максимально эту историю понимает. Здесь история, конечно же, связана, насколько вы хотите усложниться, максимально подняться, но от этого необходимо отказаться от своих страхов. Не просто вот так взять и сказать, я вот не хочу с этим разбираться, а максимально честно понять, а почему? Почему вот я до сих пор не имею вот этих отношений, которые мне хочется, да? Почему я не умею договариваться с людьми? Потому что все поездки и переезды и иммиграции – это история, которая прежде всего связана с тем, что мы должны научиться договариваться. То есть мы выходим из своего обычного круга общения и выходим в большой такой мир и начинаем с людьми договариваться на других совершенно уровнях, на других языках. А для кого-то это на других языках это момент обучения однозначно. Мы учимся общаться. И эта история вообще не постыдная. И многие, те, кто работают, естественно, со страхами, со своими, всегда, когда начинают, доходят до вот этого пика и понимают, что ну все, я уже больше не могу вариться в тех самых переживаниях, эмоциях, когда мне страшно выйти на поверхность, чтобы меня заметили. И всегда эта история того, что когда докапываешься до сути страха, всегда момент, а почему я так долго-то сидел и думал над этим? Почему? Почему было потрачено столько времени на это? Почему не было вот всей той жизни, которую я хочу получить? Почему я сидел сидел и ничего не делал? Потому что было просто страшно. И у нас, у всех страхи, это работа с нашим подсознанием. То, что сидит на подкорке, это те моменты, когда нам в детстве говорили, не высовывайся, будь как все. А в ближайшие 1,5 года это момент нашей индивидуальности, насколько очень сильно проявим себя. А у тельцов второй декады так вообще, насколько максимально ярко вы проявите себя как специалист, как человек, как работник, в личных отношениях в том числе, насколько сильно вы себя и ярко проявите, настолько и будут складываться следующие 1,5 года, следуемые за этими, да. Поэтому здесь, ребята, тельцы второй декады, момент, конечно, не совершенно простой. Можно, конечно, ничего не делать, вот как-то проживать свою жизнь, чтобы было как обычно, и тогда через 1,5 года начать активно, мощно понимать, что резко жизнь вышла из того баланса, в котором она все-таки находилась, когда задачи кармические будут уже совершенно другого уровня приходить и очень сильно выбивать из колеи. И эта история будет связана и с финансом, и с образом жизни в том числе, когда уже необходимо будет переехать. И эта острота этих событий будет замечаться гораздо сильнее, и вопросы в сборке чемодана будут не растянуты во времени и в удовольствиях, а будут настолько быстры, да, потому что нужно пятками сверкать и очень сильно свою жизнь догонять до того момента, где мы решили все-таки в своих страхах и иллюзиях повариться. Тельцы третьей декады, ребята, на ближайшие 1,5 года у вас работа совсем новым. Либо же это новая работа, новая карьера, развитие. Естественно, это все связано с деньгами, естественно.
Это связано даже с недвижимостью. То есть захочется ли вам купить свою недвижимость, это будет нечто новое, это будет нечто вау. Идете ли вы в новое развитие, в новые проекты, ищете ли вы новую работу. То есть здесь абсолютная работа с новым, не совсем приятная. Скажу вам так, жизнь скорее будет заставлять вас с этим работать, подталкивать к покупке недвижимости в том числе. И у всех будут, если вы сейчас начнете писать комментарии под этим видео, у всех будут совершенно разные истории. Я в этом уверена. Разошлись с мужем, с женой, оставили без квартиры, родственники написали завещание. Абсолютно разные. Резко изменился договор по ипотеке. Совершенно будут разные истории. Совершенно. Это если касаться, говорить про недвижимость. Если говорить про работу, обанкротилась фирма, надоело, не могу больше работать, ничего не получается. Резкие изменения по здоровью, что я больше не могу в этой работе существовать. Полная апатия, полное депрессивное состояние, ничего не нравится, хочу нечто другого. И эта история с новым будет даже затягивать в отношения. То есть и здесь история любовных отношений, дорогие тельцы, проверка старых отношений в том числе. Идете ли вы на улучшение эмоционального фона в уже устоявшихся ваших браках, отношениях, да? Либо же вы захотите, наоборот, уйти в интриги, в разводы, в интриги на стороне, измены. Да, вот слово измена у меня вылетело из головы. Поэтому здесь еще раз скажу, максимально честно себе отвечайте на все сложившиеся ситуации в жизни, которые с вами случаются. Остались без жилья. Что нужно сделать? Ходить дальше, разбираться, тратить свое время или начать зарабатывать на новое. Надоела старая работа, буду дальше продолжать тянуть эту лямку, либо пойду в новое. Найду новое, и мне будет это радовать гораздо больше и сильнее. Буду тратить много времени на эти переживания, либо же пойду в это новое, да, изберу этот путь, который не очень хочется начинать сначала. Многие тельцы боятся обнулений, боятся начинать сначала, но, ребята, тельцы третьей декады уже много лет, Уран идет как раз-таки по тельцам третьей декады и делает соединение к солнышку в транзитных картах. И здесь моменты обнуления, да, будут сложными, но не невозможными. Скажу, что нужно эту историю решать, да. Вопросы брака, отношений, либо же интрижек на стороне. Конечно же, проще всего пойти сказать, что в новых отношениях гораздо свободно, легко, классно, вот это вот все. Но это продлится на 1,5 года, не больше. 1,5-2 года, и эти отношения сменятся другими, и не будет в них той глубины, или же ваша вторая половинка новая скажет вам: я тоже хочу быть семейным человеком, я хочу всего лучшего сразу сейчас, и все-таки придется свою свободу потерять, либо же снова обрести, выйти из этих отношений. Или же может сейчас в настоящих отношениях, сейчас в самом начале 2025 года разобраться, что не нравится в своих отношениях, почему хочется нового, чего-то такого, почему потеряли себя в этих отношениях. И здесь моменты вот такие достаточно очень сильные будут у тельцов третьей декады. Здесь либо полное обнуление по всем сферам, да, таких мощным, глобальным, которые есть такие фундаментальные. Я рассказала, конечно же, основные сферы, которые задевают тельцов, да, потому что я не говорю здесь сколько про такое глобальное мировоззрение, потому что у тельцов эта история выходит, уж явно выйдет в 2026 на поверхность. Сейчас пока этой истории нет, пока Уран идет по тельцам, здесь история обнуления вообще, в принципе, главных базисов по жизни, да. Но у тельцов третьей декады, конечно же, штормит очень сильно сейчас именно с обнулением, и тельцы не любят эту историю. То есть здесь все равно, ребята, необходимо начать развиваться в новом. Пусть это все-таки будет новая работа, новые проекты, новые развития, да, и вторые половинки вас будут, да,
по-новому в этом поддерживать. Да, это будут новые эмоции, где вы будете казаться уязвимее обычного, да, где не все будет складываться так, но вы увидите поддержку своим партнерам себя в жизни. Вы увидите своего партнера по-другому в ваших же отношениях, и это даст вам новый виток развития, спектр чувств и эмоций в том числе. А новая работа, она вообще раскрывает вас как другого совершенно специалиста, который готов идти на совершенно большой, я бы так сказала, уровень развития, гораздо больше, где вы есть сейчас. Ну а новая недвижимость — это всегда новые связи, это всегда новые люди вокруг вас, это новое окружение, которое по факту дорогого стоит. Поэтому скажите своим трудностям, дорогие тельцы третьей декады, на ближайшие 1,5 года спасибо, потому что эти трудности, да, чего там говорить тельцам третьей декады, у тельцов первой и второй декады тоже. Ребят, говорите всем тем трудностям, которые будут с вами случаться в ближайшие 1,5 года, спасибо, потому что они будут заставлять вас двигаться вперед. Придется разобраться со страхами, со всеми переживаниями, эмоциями, в которых варились. И вы даже не можете себе, когда вы вот это вот все разберете, да, когда вы пойдете в свое развитие, когда вы захотите большего, вы потом сами себе скажете: а эти же страхи, это же, вот это было просто страшно. А в чем суть страха-то была? И непонятно. И вы не сможете найти, почему. Вот этот ответ, почему вы сидели на том самом уровне, почему боялись отказаться от старого, почему было страшно начинать сначала, поднимать, брать новый уровень в жизни, менять место жительства, подниматься на новый уровень в отношениях. И это всегда так. Это неплохо, это нехорошо. У каждого свой уровень развития, свой уровень готовности развиваться. И здесь у каждого игра стоит свеч. И скажу, что если вы находитесь в возрасте 36, 37, 38 лет, то это очень важные кармические моменты по жизни. И если вы находитесь в возрасте 54, 56, 57 и 58, то вы понимаете в более зрелом возрасте, что у вас моменты эти фундаментально важны, и теперь хочется реально пожить как хочется. Пусть это будут не иллюзии напускные, да, пусть это будет честное ваше внутреннее желание идти вперед и развиваться. Я желаю вам активности, продуктивности, исследованию своему пути честно, максимально честно, и тогда все изменения будут только в плюс. Ребята, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, оставляйте свои данные, дата, время, место рождения и ваш вопрос, и я скажу, почему вот так вот все случилось и навалилось, и что нужно сделать для того, чтобы именно в вашей натальной карте все заиграло вот такими новыми классными яркими красками. Ну а общий гороскоп я рассказала. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.